Приветствую вас, уважаемые любители шахмат! Максимчик Амариев встретился против крепкого шамсидинчика Вахидова и задвигает ему d4 с кайфом. Гроб у нас в студии. Сказочный дебют, однако, ребята. Сразу же с первого хода Максим Амариев получает преимущество -1. Шамсидин, как настоящий батя, задвигает d5. Слон g2, c6. Чтобы поймать черных на какие-то ловушки, c4, ферзь b3. А на такие ловушки поймать можно пацанов за гаражами. А ты попробуй сделай что-то Вахидову. Кстати, Вахидов играет за сборную Узбекистана, на минуточку. H3. Слон готов был забрать пешку на g4. Плотненько по центру задвигают черные. А Амариев, непловом деланный, играет d4, атакует центр черных. Маленькую неточность допускают черные, забирают. Вот здесь эту пешечку лучше здесь играть e4. Ограничивать слона белых. Но этот мастер своего дела, он знает, что делает. Ферзь d4. Амариев вскрикнул радостно. Кстати, партия была сыграна полчаса назад, так что свеженький плов у нас, только сказано. Но пока, ребята, давайте не спешить с выводами. Макс лето, осень и зима тоже коварный тип. Может где-то и задвинуть с кайфа. Титульный вторник в онлайне он непредсказуем. Конь 6. Идея этого хода взять под контроль вот это вот черное полечко и слончиком двинуть на ферзючку, нападать на поле f2, потом как-то с кайфом на h4. Слон f4, конь f6. Оба сопернички развивают свои фигурки. Аккуратненько вот здесь, чтобы держать конину, чтобы она не прыгнула. И вторая неточность, слон f5. Лучше было бы сыграть как-то слон c5, например. И после шаха король e7, если разменяться, то в принципе все хорошо, позиция по нулям. Но не в нули мы, ребята, с вами играем. И Шамсидин настроен дернуть этого задвигателя Гробовского. Кстати, дебют Гроба — это не то, что связано с кладбищем. Этот дебют назван в честь шахматиста из Швейцарии. Фамилия у него была Гроб, не могилка. Поэтому слон f5, чтобы задвинуть. Максимчик атакует коня на поле h5. И Шамсидин уверенно отводит своего слонидзе, аккуратненько защищая на поле h5. Конь на краю доски хуже, чем дочь в сауне. Максим Амариев знает об этом, поэтому сознательно клепает сюда на край доски своего коня. Видимо, подразумевает идейку движения пешки c4 с борьбой за центр. Или же защищается вот здесь, чтобы его не украли. Но как ты там украдешь, если конь на h5 провисает? Смотрим партию. Ты, если еще не подписан на мой канал, самое время это сделать. Ведь впереди у нас 14 мая классический турнир в Румынии, в Бухаресте. Топовые шахматисты будут играть за бабки. Но бабки — это не главное. Главное их пенсия. Шамсидинчик решает поменять ферзей. Идейка в том, чтобы перейти в Миттельшпиль с лучше развитыми фигурами. Амариев уклоняется, говорит: я сейчас тебе сделаю тут рататуй. Закрывается от шаха слоном, c4 подрывает центр и получает задвигон поглубже в свою позицию, в свой чресел. Есть хитрый план двинуть пешку вперед. Например, если вот здесь Максимка как-то сыграет h4, можно сначала зевнуть на b2, но кроме этого есть еще вот такой хитрый ход. И если сейчас забрать на d3, можно просто уйти в рокировочку. И тогда слоник падает, но нифига, ладья e8 подвязали. Гроб не пройдет. В партии же была d4, и Максимка ушел в 3-0. Сейчас будут траблы. У кого-то будут проблемы. Разносторонние рокировочки, девочки. Шамсидин играет f6, прогоняет этого ферзя. И вместо того, чтобы забрать эту пешечку, получить слон f6, Максим играет ферзь e6 с кайфом. Получает вот такую приколюху конем на поле c7. Нападалова на ферзя e6. И о, как неожиданно! Большие проблемы у белых фигур. Слоник посматривает на коня a3. Если коня долбануть, слона брать нельзя. Из-за того, что просто висит мат на поле b1, слон с g6 караулит. Поэтому надо делать так, чтобы ферзь подвязывал этого слона. Максимка нападает взаимно на этого ферзя в надежде, что
Шамсидин затырит на c5 с шахом, а я просто отойду на c4. Например, вот такой вариант. Забрал, разменялись, без штанов остались. Так в чем идейка этого хода? Если, например, g4, я вам показываю, слон a3 сюда и ферзь b1 мат. Вот такие помидоры. Поэтому c5, конь e6 забрал, размен ферзями и АБ. Черные вскрывают линию А для атаки. И, честно говоря, непонятно, что такие дебюты за белых дают, какая из них польза. Ведь сразу после первого хода ты получаешь -1. И вот посмотрите на эту красоту. Конь, где родился, там и пригодился. Толку 0. Второй на крае доски. 2 слона тупореза. Король ушел в рокировку в длинную, чтобы атаковать своего визави. Но чем ты собираешься атаковать, если у тебя конь один на родине пасется, второй на краю доски? Чем атаковать? Что это за некорректные дебюты? Максим, ты что? Еще вздумал разменять своего слона на поле h5, слон h5 и забрать тут. После того, как Шамсидин забрал на поле f6, позиция белых уже безнадега. Можно еще развить своего коня вот здесь, например, и получить взятие на поле f3. Тогда взятие еще вот здесь и ладья a3. И как с такими дровами играть, вообще ничего не понятно. Что это за цирк шахматный, извините. При всем уважении к Максиму. Но Максим, как такое можно играть? В общем, не выдержал он прессинга крепкого Вахидова. Сдался в этой позиции, ведь позиция -4. Играть такое нету смысла. Можно еще как-то f3, но тут висит. А если не хочешь коня этого терять, надо играть конь c4. Тогда просто ладья a2. Вот вам игрок. Вот такие дела. Подпишись на канал, лайк поставь. Смотри также другие мои видео. Всем хорошего настроения. До новых встреч.